26 мая Грузия будет отмечать День независимости с масштабными праздниками и гуляниями. Но мы попытаемся раскопать самые дикие тайны этой земли. В 1977-м НАСА отправила Voyager в космос с золотой пластинкой, на которой были песни, и среди них грузинская «Чакруло». Американцы ввели очень строгий отбор. От всего Советского Союза отобрали только 2 трека, среди них «Чакруло». В принципе, понятно, почему они до сих пор не нападают. Они просто в шоке от этих песен. В 2001-м ЮНЕСКО признала их шедевром культурного наследия человечества. Знали ли вы, что происхождение грузин – это главная научная головоломка Кавказа? Ученые генетики доказали, что современные грузины – прямые потомки людей, которые жили здесь еще в эпоху неолита. Дальше еще интереснее. Грузинский язык не имеет общего ни с одной языковой группой в мире. Вообще нормально, когда идут 3 или 4, а то и 8 согласных звуков подряд. Для иностранцев это точно как боевой клич. Ну а для грузина это чистая поэзия. Но это еще не все. Грузинский шрифт входит в число 14 уникальных мировых алфавитов. Посмотрите на эти буквы, как виноградные лозы. В 2016-м ЮНЕСКО включила эту письменность в список нематериального культурного наследия человечества. Вообще официально в Грузии 4 объекта ЮНЕСКо. И вокруг каждого потрясающая история, которую я вам расскажу. Здесь хранятся такие реликвии, ради которых Ватикан отдал бы все свои подвалы. Пока на Кавказских равнинах бурлил котел, где персы, турки, армяне, азербайджанцы веками перекраивали карты и делили веру, грузины сидели в своем секретном горном кармашке, защищенные Кавказским хребтом с одной стороны и Черным морем с другой, и создали свою потрясающую закрытую матрицу. Они не пришлые, они жили здесь всегда. Не банальный курорт с Хинкали, а заколдованный древний ковчег, который умудрился выжить после всемирного исторического потопа. Есть утверждение, что балет на пальцах придумали нежные французские балерины. Давайте сопоставлять факты. Моя теория – они скопировали кавказских горцев. Итак, первой была Мария Таллони, итальянка. На пуанте она стала в Париже в 1832 году. Это время, когда во Франции абсолютный пик моды на Кавказ. Чтобы встать на кончики пальцев, нужна веская причина. У балерин ее не было. Они веками спокойно танцевали на каблуках. А в Грузии к этому моменту уже 1000 лет танцевали церули. Мужчины стояли на кончиках пальцев ног. Зачем? А это были ритуальные танцы. Горцы имитировали взлет орла, баланс дикого тура на скалах. Это была чистая эстетика силы. Внутри пуанта пластиковый или гипсовый стакан, а грузинские танцоры веками прыгали на пальцах в каламанах. Это сапоги из тончайшей кожи, нет вообще никакой защиты. Мальчиков тренировали этому с 5 лет. Танцы харуми и шалани – это вообще зашифрованные учебники по военной тактике. Они не просто пляж, это буквально воспроизведение действий разведгруппы. Выслеживание врага, поиск укрытия, бесшумное передвижение, фаза нападения и, наконец, победа. Строгая визуализация военных маневров. Ну а от прыжков прямо на колени у современных ортопедов сидеют волосы. 1930 год. Круг замкнулся. В мужском балете все изменил один конкретный человек. Гениальный танцовщик Вахтанг Чабукиани. До его прихода мужчина в балете – это была живая подставка для балерин. Именно он сломал систему и заставил мужчин в балете крутить бешеное вращение и летать как сумасшедшие. Разве за этой легкостью не стоит огромная часть суровой и военной истории Кавказа? Когда будете в Тбилиси, обязательно сходите на концерт национального балета, чтобы это увидеть вживую. Это не просто танец под вино, а целый культурный код, в котором зашифрована история народа. Вы слышали про 13-го апостола Иисуса, чье тело Ватикан мечтает раскопать уже несколько веков, но власти Грузии наложили строжайший запрет, а имя его – Матфей. Это тот самый человек, которого выбрали по жребию, чтобы занять место Иуды Искариота после его предательства. Об этом пишется в Новом Завете. После разделения мира по жребию ушел проповедовать на Дикий Кавказ. Конечной точкой его пути стала грандиозная крепость Апсарос. Сегодня это Гонио в Грузии, прямо на границе с Турцией. В 1 веке здесь стоял гигантский гарнизон, 5 когорт Македонского легиона. Проповедовал здесь и был похоронен прямо на этой территории, у резиденции римского генерала. Есть 2 версии его смерти. Первая – скончался в крепости от болезни, и вторая, более мрачная. Его судили легионеры за проповедь новой веры и забили камнями до смерти. Сегодня эта крепость открыта для туризма, и каждый может подойти к его могиле, где установлен каменный крест. Но за право называться могилой идет вековая битва. Германия утверждает, что его мощи лежат в Трирском соборе, куда их тайно привезли в IV веке, а грузинские хроники непреклонны.
апостол остался в Гонио. Спор на самом деле не в том, где он умер, а весь сыр-бор и драка идут за истину, остался ли он лежать в грузинской земле или его прах тайно эксгумировали в IV веке. Вот такой парадокс истории. Римская империя объявила себя христианской только тогда, когда в живых уже не было ни Иисуса Христа и ни единого из его 12, а то и 13 апостолов. Грузия в очередной раз доказывает, сила не в разрушении, а в способности принимать и защищать тех, кто пришел с миром. За эту вещь, которая хранится в обычном грузинском музее, Ватикан отдал бы половину своих подвалов. Здесь, в Грузии, хранится главная женская святыня человечества – риза, то есть платье Девы Марии, которая носила еще его при жизни. Кусок древней льняной ткани размером 150 на 180. Ее история похожа на детектив. В 1453 году пал Константинополь, Стамбул. Реликвию спас Николас Чалакашвили. Он тайно вывозит ризу из пылающего города. Доставил его на Кавказ, и оно попало под защиту мигрельских князей Дадиани. Рим предлагал за нее сокровища, но князья наотрез отказались. После революции, когда начали взрывать и грабить храмы, это платье Богородицы просто выкинули. Больше 10 лет величественная реликвия гнила под дождем и снегом в заброшенном Хопском монастыре. И в 1936-м грузинские ученые ее тайно вывезли и спрятали в фондах музея. А сейчас ежегодно 15 июля на праздник Влахерноба ее выносят из музея к тысячам паломников. Если планируете путешествие, запомните эту дату, 15 июля. Вы реально можете увидеть и прикоснуться к самой настоящей святыне христианства. Итак, Грузия, дворец Дадиани в Зугдиде. Вардия – крепкий орешек Грузии. Настоящий секретный военный бункер XII века. Изначально в скале высекли скрытый город. Снаружи скала выглядела монолитной, а внутри прорубили 13 этажей, 600 комнат, аптеки, библиотеки, бани и гигантские винохранилища. Город строили в режиме строжайшей секретности. Он вмещал 50 тысяч человек. По внутренним каменным трубам в город шла чистейшая родниковая вода, и он мог держать осаду месяцами. С тех пор действует источник слезы Тамары, который наполняет подземный резервуар. Главная жемчужина – вырубленный в скале храм Успения Пресвятой Богородицы. Здесь спрятано единственное в мире прижизненное изображение самой могущественной женщины – Востока царицы Тамары. Кстати, этот город взять силой не смогли, его погубила сама природа. В 1283 году произошло катастрофическое землетрясение, и огромный кусок скалы толщиной до 15 метров просто откололся. Представляете, в один миг скрытый подземный бункер обнажился, и все 13 этажей, туннели и комнаты разрезало пополам, как кукольный домик. Так город потерял оборонительную функцию и стал просто монастырем. Позже его все-таки захватили монголы, а затем и турки, которые сожгли монахов заживо, а копоть от тех пожаров, кстати, законсервировала и спасла эти уникальные фрески, которые мы сейчас можем здесь увидеть. Это место находится всего в 260 километрах от Тбилиси и доступно для всех путешествующих. То удивительно, что Вардия – это не единственный город, который вырубался в скалах. Ученые думают, что здесь целая сеть подземных городов. 2600 лет не было ни одного еврейского погрома. И это исторический факт. Грузия. Здесь они пережили экспансию Римской империи, ужасы средневековой инквизиции, европейские гетто, репрессии НКВД, но оставались в полной безопасности. Помните мой рассказ, как персидский царь спас евреев из Вавилона? Так вот, часть тех самых беженцев в VI веке до нашей эры дошла до Грузии. Они пришли в древнюю столицу Мцхета, попросили у местного старосты землю в обмен на дань, полностью перешли на грузинский язык, но веру сохранили железобетонно. Но почему их никто никогда не преследовал? Первая причина феноменальная. Грузинские евреи ушли из Иерусалима до распятия Христа, и здесь их никогда ни в чем не винили. Вторая причина – кодекс чести Картвелоба. Предать соседа, который живет с тобой веками – это позор на весь род. Но самое безумное – великая грузинская царская династия Багратиони официально вела свой род от библейского царя Давида. Это чистый Ветхий Завет. На их гербе красовалась лира Давида и праща Голиафа. Как цари могли обидеть народ, из которого происходили сами?
Ну а после того, как образовалось государство Израиль, община уехала, и сегодня их осталось около 2000. Но осталось сакральное наследие, и эти синагоги вы можете увидеть своими глазами. Но именно эти мцхетские евреи выкупили у римских солдат одну тайную святыню, будучи свидетелями казни Христа, и привезли это в Грузию. Это навсегда изменило ход мировой истории. Это Джума-мечеть в Тбилиси, единственная в мире, где и сунниты, и шииты молятся вместе. Это как если бы православные и католики молились в одном храме. До 1951 года в Тбилиси так и было, но советская власть снесла шиитскую мечеть, а сунниты Тбилиси открыли двери для братьев-шиитов. Раньше здесь висела такая черная занавеска, чтобы разграничить свои обряды. Но несколько десятилетий назад они просто убрали эту занавеску. И сегодня Джума-мечеть в Тбилиси – это, возможно, единственное место на земле, где они молятся плечом к плечу, за одним имамом, не разделяя залы. Для мусульманского мира это шок, культурный переворот и пример невероятной толерантности Грузии. А вы знали, что целых 400 лет Тбилиси был столицей мусульманского эмирата, и эта культура пустила здесь глубочайшие корни. В XII веке великий царь Давид Строитель штурмом вернул Тбилиси. А начал он свою эпоху освобождения, сначала разбив турок, сельджуков, в честь чего сегодня стоит монументальный памятник с гигантскими мечами, обязательно посмотрите их в Грузии. Ну а затем освободил столицу от халифата. После его победы все ждали кровавой резни и погромов, но он совершил чудо толерантности, запретил резать, оставил мусульманам их мечети, гарантировал безопасность и даже снизил налоги. Они платили меньше, чем христиане. И сегодня они живут в абсолютном мире с православным большинством. Скриньте экран с секретной локацией. Внутри вас ждет портал в роскошную Персидскую империю эпохи Каджаров 19 века. 90% гидов молчат об этом. Это дворец богатого купца Исая Аршакуни. В 1880-м он решил построить дворец, который затмит всю знать. Он обожал исламскую и персидскую архитектуру, выписал лучших мастеров из Шираза. И здесь-то самая главная зеркальная комната в персидской технике Айне-Кари. Миллионы крошечных осколков зеркал. Вы только посмотрите на эти залы. Здесь есть даже аналог розовой мечети. Иранские зодчие вручную собрали эти окна шебеки из тысяч деревянных палочек и разноцветных стекол. Представляете, без единого гвоздя и капли клея. Когда проходит солнце, все пространство заливает гипнотический розово-пурпурный свет. Кстати, эти зеркала клеят под специальным углом, и в них невозможно поймать свое полное отражение, потому что пространство ломается и превращает в комнату в алмазную шкатулку. Персы верили, что такая техника отражения защищает дом от сглаза, зависти и злых духов. А потолки здесь расписаны сусальным золотом, натуральными красками, которые не выцвели за 140 лет. Удивительно, как это все сохранилось в эпоху разгрома буржуазии. А все благодаря грузинской интеллигенции. Они отстояли это здание и открыли здесь первую на Кавказе Академию художеств. В Иран вы, конечно, сейчас полететь не сможете, но можно увидеть это в Тбилиси. Входной билет стоит всего $5. Какие интересные тайны скрывает это место? Национальный музей Грузии, например, в этом зале настоящая научная сенсация. Здесь лежат оригиналы тех самых черепов из Дманиси, возраст которых 1 800 000 лет, а их обладатели обозвали Зезва и Мзия. Ученые официально называют их первыми европейцами. Но спуститесь в подвал, в золотую кладовую, и вы ослепнете от блеска. Здесь легендарное золото Колхиды, найденное при раскопках в Ване и Триолете. Многие предметы – это 5-6 век до нашей эры. Кольца, диадемы, подвески с микроскопическим зернением. Кстати, мало кто знает, что эти сокровища спаслись от Гитлера. В 1921 году 39 ящиков с золотом и реликвиями вывезли во Францию после того, как пришла Красная Армия в Грузию. Охранять эти сокровища вызвался великий ученый Экфтиме Такаашвили. Он пробыл в эмиграции более 20 лет и, не поверите, жил в страшной нищете. Отверг все предложения миллионеров, которые охотились за этими сокровищами, выкупить хоть одну вещь. А во время оккупации Франции Гитлером он спрятал золото от нацистов.
Ни европейские музеи, ни миллионеры, ни нацисты не смогли добраться до этого золота. Он не продал ни единого камня. От нищеты и болезней в эмиграции умерла его жена Нина. И в 1945 году, после окончания войны, он лично привез все 39 ящиков обратно в Тбилиси, не потеряв ни одной золотой нити. А между прочим, в Грузии его канонизировали и возвели в лик святых. Посмертно ему присвоили высшее звание «Национальный герой Грузии». Музей находится на проспекте Руставели. Обязательно сходите и посмотрите эту золотую коллекцию. Память о великом подвиге великого человека из Грузии. Вы точно полезете проверять этот факт в Google, потому что в это просто нереально поверить. В обычном грузинском городке хранится оригинальная посмертная маска Наполеона Бонапарта. Сейчас это роскошный дворец князей Дадиани. Он превращен в крутой музей. Находится на западе Грузии, в городе Зугдиди. Но как вообще здесь оказалась эта маска? На Кавказе, где Наполеон никогда не был. А все дело в безумной любви. Родной племянник Наполеона, принц Ашиль Мюрат, женился на грузинской княжне Саломе Дадиани. И часть личных вещей императорской семьи оказалась здесь. Маска отлита по оригинальному слепку, снятому сразу после смерти Наполеона на острове Святой Елены. В этих домах люди добровольно запирались на годы, без права выйти во двор под прицелом собственных соседей. Мужчины отстреливались через бойницы, а вся жизнь семьи держалась на женщинах. Рискуя жизнью под пулями соседей, они спускались по ночам за водой и готовили еду. Их строили не от внешних врагов. Сюда вообще веками никто не мог дойти, ни один завоеватель. Сваны защищались друг от друга. Здесь действовал закон кровной мести. Семья виновного втягивала лестницу на второй этаж и уходила в глухую осаду. Сидели они месяцы, а то и годы. У горцев была своя математика. Жизнь мужчины стоила дорого, но за жизнь беременной женщины брали в двойном размере. Башни эти строились со снайперским расчетом, так, чтобы из бойницы всегда можно было держать под прицелом крыльцо соседа. Этим башням уже по 900 лет, и они практически неубиваемы. Регион Сванетия – это вообще регион жестких землетрясений. Но эти башни стоят без ремонта по 900, по 1000 лет. А секрет в том, что они сужаются кверху, а углы слегка скруглены. При землетрясении она не трескается, а раскачивается, как маятник. Конечно, в наше время кровная месть ушла в прошлое. Все эти башни региона Сванетия охраняет ЮНЕСКО. Туристы массово приезжают в эти села. Список у вас на экране. Но все же, если вы спросите местного, почему они до сих пор так яростно хранят ключи от своих башен и ни за какие миллионы не продадут. Не уезжайте из Грузии, не увидев этого. Итак, первое место – легендарный каньон Мартвили. Здесь вас покатают на лодках, поплывете в самую глубь каньона, среди гигантских и вековых скал. Они полностью покрыты изумрудным мхом и дикими лианами. Ну а дальше вас ждет каньон Акация. Вход 22 лари. Здесь вас ждет безумно интересный экстремальный подвесной мост. Представьте, вы идете по узкой дорожке на высоте 140 метров прямо над головокружительной пропастью. Виды завораживают, ну а в конце вас ждет бешеная смотровая площадка, потому что именно с этой площадки открывается вид на третье чудо – водопад Кинчха, 100-метровый гигант дикой воды. Ну и закончить маршрут нужно обязательно в уникальной карстовой пещере Прометея, вход 25 лари. Грандиозный подземный мир с нереально неоновой подсветкой, сталактиты, сталагмиты, как каменные водопады. А в самом конце маршрута вы можете уплыть на лодке по настоящей подземной реке. Давайте назовем этот маршрут Кутаисское кольцо, потому что все локации находятся совсем рядом, чтобы вам было удобно. Ловите топ-3 пляжа в округе Батуми, каждый со своей фишкой. Зеленый мыс, Мцване-Концхи. Над пляжем субтропические джунгли, лианы и бамбук. Они свисают со скал прямо в изумрудную воду. Картинка напоминает Шри-Ланку. Гуляете по ботаническому саду прямо с выходом к морю. Но этот пляж – это чистый космос. Называется он у реки. Представьте, здесь нет гальки, здесь абсолютно черный песок. Но самое безумное – он магнитный. Если поднести магнит, он просто оживает. И, кстати, этот песок лечит суставы, сердце, и люди закапываются в него по шею. То есть вы не просто отдыхаете, вы сразу принимаете лечебные процедуры. Ну а это грузинский Бали, Цифиздири. К
пляжу вы будете спускаться через настоящую банановую рощу, а на самом пляже, прямо из скалы, в море бьет ледяной пресный водопад. Место очень инстаграмное и популярное, но при этом людей не так и много, а вода просто нереального бирюзового цвета. Добавляйте в закладки, делитесь с друзьями, какой пляж вы бы выбрали. Но это был финал грузинской серии. Дальше другая страна, еще интересней. Подписывайтесь.